Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. Я Борис Марцинкевич. Всем добрый день. Борис Леонидович, хотел бы поинтересоваться вашим недавним выступлением на форуме БРИКС в сессии «Новая энергия для искусственного интеллекта. Трансформация отрасли под запросы нового времени». Расскажите, пожалуйста, о чем же там возмущались владельцы ЦОДов, баз данных и прочих весьма потребляющих электроэнергию объектов, и как они относятся к тому, что в одной только Москве и Московской области намечается нехватка мощностей генерации примерно в 5 гигаватт. Ну, как им в городах-то больших живется, и есть ли альтернатива? Давайте так. Сессия действительно была заявлена как БРИКСовская. Действительно присутствовал специалист из Юго-Восточной Азии. Но в основном говорили о тех проблемах, которые возникают у э, любителей искусственного интеллекта, центров обработки данных, больших баз данных. Тоже необходимо, чтобы сервера работали к тому, что они видят в России и как они видят свои перспективы. Речь, конечно, шла о зеленой генерации, о новых химических накопителях электроэнергии. Все это обязательно должно помочь, все должно быть зеленое и красивое. Для того, чтобы эта отрасль развивалась, а мы же должны встать в первые ряды развивающих искусственный интеллект, чтобы на равных конкурировать. Я, конечно, все это внимательно послушал. Помню о том, что сейчас на самом деле главная задача, которая стоит перед экономикой России, это борьба с перегревом экономики. Все остальное вторично на этом фоне, иначе будет большая инфляция. Не вписываются в эту повестку дня никакие ЦОДы, центры обработки данных, о чем я и напомнил. По-прежнему настроение в формирующейся отрасли нам должны предоставить, во-первых, место, где мы все разместим, во-вторых, нам должны предоставить тот объем электроэнергии, который нам необходим, желательно по льготной цене. В советские времена статья за иждивенчество уголовная была, но сейчас у нас времена демократичные. Сделайте нам хорошо, мы в ответ вам будем развивать искусственный интеллект. Поговорили об искусственном интеллекте. Я в очередной раз убедился, что компьютер был изобретен для того, чтобы с легкостью решать серьезные проблемы, которые без появления компьютера никогда бы не появились. Речь идет о том, что да, технология искусственного интеллекта это очень хорошо, но, во-первых, как научиться задавать правильные вопросы, а во-вторых, как научить искусственный интеллект собирать те данные, которые необходимы для того, чтобы дать ответ на заданные вопросы. Ну и следующая проблема, как верифицировать ответы, которые дал искусственный интеллект. Может быть, я многого не понимаю, я старенький, ну то есть сначала придумай, как научить искусственный интеллект собирать данные, как их обрабатывать, анализировать, а потом придумай, как проверить то, что он тебе выдал. Я думаю, что следующая проблема, как проверить того, кто проверял, работы хватит всем. Хотя, конечно, если без иронии, то есть отрасли, где действительно искусственный интеллект выручает, помогает. Отдельных отраслей вполне достаточно, именно в экономике. Что касается того, что я им высказал, на самом деле, прозвучавшие на Восточном форуме слова министра энергетики России о том, что России необходим закон об электроэнергетике, многие по этому поводу указывали, что господин министр не прав. У нас ФЗ номер 35 принят в 2003 году, вот он уже совершеннолетний, ему уже даже алкоголь можно в магазинах покупать. Но дело в том, что те, кто читал ФЗ-35, действительно обнаруживают, что это закон не об электроэнергетике. Это закон о введении рыночных отношений в электроэнергетическую отрасль России. Прекрасный закон, где никак не рассматриваются варианты генерации. Совершенно неважно, на чем генерируешь. Главное, чтобы на угле, атоме, на воде, на газе, на чем угодно. Главное, чтобы были рыночные отношения. Естественно, все профессионалы отрасли считают, на мой взгляд, абсолютно справедливо, что закона об электроэнергетике в России нет. Если в ближайшее время не появится чья-то инициатива, я надеюсь, что какие-то эксперты тем же Министерством энергетики привлечены будут,
То, что Министерство энергетики умеет привлекать экспертов, мы знаем на опыте разработки энергетической стратегии 2050. Ни одного имени эксперта не названо. Они, видимо, настолько высококвалифицированы и настолько секретны, что эта информация не разглашается. Так вот, если закон об электроэнергетике не будет глубоко модернизирован, так скажем, если он не станет действительно законом об электроэнергетике, говорить о том, что у нас в России будет продолжать работать единая энергосистема, объединенная энергосистема Востока, ну, можно какое-то время, но дальше вряд ли что-то получится. На всякий случай напомню, что в соответствии с генеральной схемой размещения новых объектов генерации на период до 2042 года предстоит построить огромное количество новых мощностей, модернизировать старых. Общая стоимость программы 40 триллионов рублей без модернизации электросетевого комплекса. Оценки показывают, что если учесть необходимость строительства новых подстанций, модернизации старых, строительства новых линий электропередач, то общая стоимость будет где-нибудь под 45 триллионов рублей. В этом случае мы по стоимости электроэнергии уверенно превзойдем Соединенные Штаты, Канаду. Ну, до Европы, конечно, не дотянуться, но то, что у нас электроэнергия будет дороже, чем в Китае, если действовать по ныне действующим правилам. О чем я, собственно говоря, и напомнил. Если вы хотите действительно получать электроэнергию, потому что вам очень хочется, и дайте ее мне, будьте готовы к тому, что тарифы будут расти, что на технические присоединения у вас будет уходить по 4-5 лет. И единственной альтернативой, если вы хотите не разговаривать о развитии искусственного интеллекта, а заниматься развитием искусственного интеллекта, это собственная генерация. Других вариантов на самом деле не предвидится. Поскольку направление новое, модное, лоббистские возможности у представителей этой отрасли явно имеются, нужно просто думать о том, как войти в собственную генерацию. Входить в собственную генерацию, на мой взгляд, совершенно разумно за счет тех отраслей, у которых энергетических, где есть проблемы. Кризис в угольной отрасли, да, это очень грустно для угольщиков, но для тех, кто намерен развивать искусственный интеллект, центры обработки данных и прочее, там, вплоть до майнингов, это прекрасная возможность войти прямо сейчас. Пока угольщикам трудно, можно получить максимально приятные условия. Упал объем добычи газа по известным причинам. Европа сошла с ума, но ничего с этим не сделаешь, мы же не психиатры. Может быть, удастся выздороветь, может быть, нет. Для того, чтобы увеличивать объемы добычи, необходимы новые потребители. Если отрасль искусственного интеллекта намерена саму себя развивать, нужно разговаривать и с «Газпромом», и с, так скажем, с альтернативными поставщиками газа. На всякий случай напомню, что газ у нас на внутренний рынок поставляет не только «Газпром», но и «Новатэк», но и «Роснефть», но и «Лукойл». Вот такая тройка, на которую приходится порядка трети внутреннего рынка России. Может быть, с ними нужно общаться. У них внутри России тоже лишним не будет увеличения объемов спроса. Вот, собственно говоря, на этом и расстались. Хочешь развивать искусственный интеллект, копай уголь. Совершенно, на мой взгляд, нормально. Были возражения на тему, что, ну, если мы будем работать за счет угольных электростанций, на нас будут показывать пальцем, ведь сейчас главная зеленая энергетика. Я, конечно, напомнил, что зеленые сертификаты в России есть. Ну, да, угольная электростанция, купите сертификаты на то, что вы получаете электроэнергию исключительно от ветряной электростанции. Можете даже ветряк где-нибудь рядом с вашим парком цодов поставить. Ничего страшного, все будет зелененькое. В соответствии с действующим законодательством. Да, электроэнергию мы получаем из угля, но есть зеленый сертификат. Все. Как бы в Соединенных Штатах никто глаза не закатывает про угольную генерацию. Пардон, она у них там занимает достаточно большой объем. И в Китае ее не чураются. Ну, вот та самая игра с зелеными сертификатами позволяет делать все, что угодно, но при этом прикрываться тем, что мы на самом деле зеленые, восстанавливаемые. Отношение мистера Трампа ко всей зеленой плесени, хотел сказать слово плесень, чуть не вырвалось, к зеленой возобновляемой энергетике известно, он вышел, Соединенные Штаты вышли из Парижского соглашения по климату. Соединенные Штаты снимают все дотации с ветра и солнечных электростанций.
Мы стесняемся, мы считаем, что мы должны быть в тренде, нам нужно больше солнца, больше ветра. Прекрасно. То современные угольные электростанции, они вообще могут соперничать по полезной выработке электроэнергии с, к примеру, с газовыми хотя бы? Могут, и у Китая это наглядно демонстрирует. Его ультрасверхкритические электростанции угольные дают нагрузку на внешнюю среду такие же, как дают газовые электростанции такой же мощности. Это выполнимо. Самое интересное, что все технологии, которые необходимы для создания таких электростанций в России, есть. Нужно организационное усилие, чтобы это было решено в рамках, ну, я не знаю, какого-нибудь консорциума, может быть, холдинговой структуры. Технологии производства стали, ультрасверхкритические параметры пара – это высокие температуры, это высокое давление, да, другая сталь совершенно требуется. Это мы делать умеем, но есть предприятия, способные производить котлы из этой стали. Есть предприятия, вероятнее всего, как можно найти, которые справятся с производством трубопроводов, арматуры и так далее, и так далее. Есть разработанные действительно электрофильтры, которые позволяют забирать 99,99% твердых отходов, которые вылетают в трубу, то есть сажа просто не просачивается. Но это все нужно объединять, и есть целый ряд разработок, которые позволяют устранять из дымовых выбросов то, что наиболее вредно. Это отнюдь не углекислый газ, это прежде всего оксиды азота, вот те самые кислотные дожди, это азот. С этим тоже мы умеем. Мы умеем, но вот эти технологии разбросаны по разным предприятиям по нашей огромной стране, как-то организационно их объединить, на самом деле возможно. Нужны организационные усилия, все это можно сделать, и можно добиться того же, что добилась Индия, первой в мире. Процент переработки золошлаковых отходов равен 100%. Это тоже достижимо, и тем более, что 1 сентября вышло распоряжение правительства Российской Федерации, которое явно будет стимулировать штрафы за золошлаковые отходы с нынешних, по-моему, 20 тысяч рублей вырастут, или 20 рублей. В общем, я помню, что коэффициент роста 410, не процентов, 410 раз к 30 году. Единственное, чего не хватает, если бы действительно нашим зрителям, нашим слушателям было интересно то, что происходит в России, в комплект к этому распоряжению требуется еще одно, о том, чтобы расходы на утилизацию золошлаковых отходов не отражались на тарифах отпускаемой электрической и тепловой энергии. За это распоряжение надо бороться, иначе это закончится тем, что за вот эту утилизацию мы будем платить из своих карманов. Будем надеяться, что в правительстве об этом знают, будем надеяться, что Министерство энергетики тоже свою инициативу проявит. Смотрим, наблюдаем. А идеология, которую я предложил всем, кто любит рассказы про облачные города, искусственный интеллект и прочее, прочее, хотите развивать отрасль, идите копать уголь. Или помогите копать уголь. За достойную зарплату вам накопают. Все будет в полном порядке. Борис Леонидович, а в таком ли кризисе у нас угольная промышленность? Потому что вроде как читаем новости, там шахта закрылась, здесь закрылась, но почему-то некоторые компании типа Эльга Уголь, СГК, они показывают положительную динамику. Это как так получается? Вот кто-то закрывается, у кого-то все в порядке, они там собственные железные дороги прокладывают? Тут главное ничего не путать. СГК – это компания, которая генерирует электрическую и тепловую энергию, в том числе из угля, который добывает Сибирская угольная энергетическая компания. Да, они намертво связаны, но это все-таки разные компании. И крупнейшая в России Рефтинская угольная электростанция уголь получает из гибостуза. В советские времена угольные электростанции строили с четкой ориентацией на уголь определенных месторождений. Менять технологию всего, что используется на Рефтинской угольной электростанции для того, чтобы использовать угли российские, дорого, сложно, много времени займет, и СГК на это идти не намерено, потому что Казахстан поставляет уголь в том объеме, который они просят. И цены, которые предлагает казахстанская компания
добывающий уголь на Экибастузе, совершенно приемлемый. Может быть, конечно, это каким-то образом случайным связано с тем, что единственная компания, добывающая уголь на Экибастузе, 100% акций принадлежит некой компании «Эон Плюс». Как-то они там договариваются. Что касается Эльги уголя, я надеюсь, что на Восточном экономическом форуме заявление руководства компании слышали. Да, правительство России разработало программу, которая должна помочь угольной отрасли, угледобывающей отрасли, вот так скажем, пройти через кризис. Есть, она принята. Компания «Эльга Уголь» считает, что программа хорошая, но прибегать, обращаться с просьбами к правительству не намерена. Бюджетная помощь, да, это хорошо, но «Эльга Уголь» намерена пройти без такой помощи. Что касается вот этой связки СОЭК и СГК, да, добывающая часть, так скажем, вот этой структуры, так же, как и все, находится в очень нехорошем состоянии. Но то, что есть собственная генерация и собственная прибыль здесь, позволило компании СОЭК в этом году на якутских месторождениях начать строительство новой шахты. Да, да, вот так. Может быть, это позволит, вот этот пример СОЭК и СГК позволит и остальным нашим угледобывающим компаниям задуматься, что работа по принципу «копай и вези», ну, не самый лучший вариант, не самый безопасный. СОЭК себе подушку безопасности организовал. Да, кризис в отрасли есть, но за счет того, что не зарабатывает одна часть холдинга, она спасается за счет другой, продолжает свое развитие. Один из примеров того, что бизнес надо диверсифицировать, тогда, может быть, кризисные явления будут обходить стороной. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. Спасибо, до новых встреч. Ну, а для всех тех, кто считал, что совершенно напрасно геоэнергетика так много рассказывает об угле, рекомендую внимательно изучить слова Владимира Владимировича, сказанные на Восточном экономическом форуме, на сколько лет нам хватает угля, и помнить главное, уголь с нами, мы с углем, значит, прорвемся. Всем спасибо за внимание.